Друзья, всем привет! Компания Xiaomi начала масштабную рассылку крупного обновления для HyperOS 2. Многие аппараты начали получать эту прошивку, и в сегодняшнем видео на примере такого предфлагманского устройства разберем с вами все новинки и то, что вы можете получить с новым обновлением. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, как я сказал, у нас сегодня предфлагманское устройство, ну или же такой крепкий середняк. Давайте лучше именно так отталкиваться. Это у нас Poco F7. Устройство, которое вышло относительно недавно и которое получает вот уже крупное обновление. Помимо того, что у нас меняются всевозможные циферки, нам в списке изменений доступны интересные такие положения, которые указывают нам на то, что было очень много чего исправлено, как по системным анимациям, там по основному опыту, по системе в целом, ну и прочему. Из всего того, что написано в этом списке изменений, нам лишь с вами потребуется знать о следующем, что добавляются у нас определенные компоненты в экране блокировки и строке состояния, также добавляются определенные моменты при подключении смартфона к компьютеру, ну и плюс у нас еще в безопасности проявляется дефрагментация хранилища, но обо всем по порядку. Получается, прошивка пока что под управлением Android 15, но как вы понимаете, это дело будет не слишком долго на одном месте стоять, и уже в скором времени будут выходить сборки под управлением Android 16. Что же касается по настройкам в целом, смотрите, если мы будем рассматривать там всевозможные разделы, которые касаются там Wi-Fi, Bluetooth, мобильной сети, взаимосвязанности и другие способы подключения, там ничего интересного и нового нет. Напоминаю вам, что в блокировке экрана добавляются у нас как настроить ярлыки, то есть на экране блокировки, когда вы телефон пробуждаете, дабы убрать там условно по умолчанию карусель обоев или же с правой стороны фонарик, теперь вы можете выставлять то, что вам необходимо и то, что лучше будет для вашего использования аппаратом. Да, это очень удобно и, честно говоря, я очень давно ждал, когда же разработчики данную опцию добавят. В разделе уведомления и строка состояния разработчики нам наконец-то добавляют возможность настройки тех ярлыков, которые будут отображаться в строке состояния, но при этом разработчики не дают полную такую, знаете, свободу в плане количества этих ярлыков. Все так же у нас 1, 3 или же вообще их нет. Да, как бы немного печально, но как бы то, что есть, то есть. По системным анимациям, поскольку у нас устройство Poco, то у многих, наверное, сразу возникает такой момент, что на аппаратах Poco лагучий Poco Launcher, что он в принципе урезанный, что он очень плохо работает, ну и в принципе, что разработчики не особо за этим моментом следят, просто что-то выпускают, дабы оно работало. Но хочу вам сказать, что по сравнению с тем, что было, когда я это устройство еще до презентации получил, и то, что есть сейчас, разница заметна, и она, конечно же, заметна в лучшую сторону. Отрабатывает анимация куда лучше, чем это было изначально, то есть нет никаких там микрофризов, нет каких-либо там дополнительных подвисаний и прочего. Все открывается очень быстро, и плюс также еще переход между приложениями происходит почти что моментально. То есть каких-то таких мелких затупов, честно, я даже и не могу отметить. И это, конечно же, то, о чем разработчики и писали в списке изменений. Это оптимизация анимаций. Если же вы хотите скачать эту версию Poco Launcher на свой Poco смартфон, в описании вас будет на него ожидать ссылка. По всем оставшимся разделам, которые есть в рабочем столе, к сожалению, ничего нового мы с вами тут наблюдать не сможем. Но мы с вами двигаем далее. По разделу персонализации, а также разработчики тут много чего интересного понадобавляли. Если вы любитель кастомизировать свой аппарат, то, конечно же, для вас опция, которая называется как размытие обоев на экране рабочего стола. Если же вам этого мало, то для обоев на экране блокировки вы можете использовать эффект линзы, который также вот здесь находится, и действительно он, назовем это так, разнообразит ваш аппарат. Плюс также хочу напомнить, что разработчики добавляют еще один стиль в раздел «Восточная эстетика», и выглядит он следующим образом. Что еще можно заметить, кроме как настройки? Конечно же, если мы с вами откроем шторку, если тут нажмем «Изменить», вверху у нас теперь есть такая штука, как показывать метки значков в центре управления.
Это означает, что при ее активации будут у нас под этими ярлыками названия их проявляться. Кому-то, возможно, удобно, кому-то нет, но вот также такая фича у нас с вами проявляется. Кроме этого, как я вам уже сказал, появляются опции дополнительные при режиме работы по USB. Опять же, это новое устройство, ну и в некоторой такой степени ему пытаются дать какие-то новые фишки. Вот в частности, немного так перерисовывают этот раздел. И да, когда я у себя в телеграм-канале опубликовал об этом информацию, многие подумали, что как бы я был не в курсе, что есть у нас такой режим работы по USB. Но тут суть в том, что его в принципе перерисовали. И то есть, если вы сейчас возьмете свое устройство, подключите его к компьютеру, то вы увидите немного отличающееся окно. Ну, в частности того, что, как вы можете заметить, тут теперь есть цветные такие значки, плюс оно разделено по блокам, и, что немаловажно, добавляется реверсивная зарядка. Кто-то в комментариях также там написал, вот как можно реверсивно заряжать компьютер. Ну, понятное дело, что реверсивная зарядка будет работать только в том случае, если вы свой этот аппарат, ну, в моем случае Poco F7, подключаете к другому путем Type-C, Type-C. И только в таком случае возможна реверсивная зарядка. Понятное дело, что с компом такая история не прокатит. И еще один момент, который проявляется в новых обновлениях, это обновление хранилища, ну или же его там фрагментация и дефрагментация. Разработчики еще когда-то в далеких там годах, когда еще была MIUI 13, MIUI 14, об этом впервые начали так рассказывать, о том, что оболочка сама может там удалять файлы, как-то их более так компактно совмещать, может там что-то очищать, чтобы хранилище не портилось. И вот в новых HyperOS 2 Global, в принципе, эта фича у нас появляется на постоянке, работает она где-то там в фоне, пытался я ее найти через Activity Launcher, но почему-то у меня это не удалось. Опять же, возможно, я не там искал, и в комментариях вы сможете мне написать, где же правильно это добро найти. Но так-то просто, когда вы пользуетесь смартфоном, у вас в строке состояния всплывает такая всплывашка о том, что проведено обновление хранилища, там файлы были очищены, ну и тому подобное. И то есть как бы-то найти в самих настройках этот раздел у вас, конечно же, не получится. И напоследок по стоковым еще приложениям. Их обновляют, не сказать, что прям тут все версии самые новые, самые актуальные, ну по сравнению с тем, что есть. Но в целом та же камера у нас 6-й версии, понятное дело, снимает она очень даже по сравнению с тем, что было. То есть я думал, если раньше там просто у нас версия там циферки этой самой камеры обновляются, то это ей ничего не дает. Но по факту, как оказалось, профит все-таки есть. Ну и также в принципе по другим приложениям их пытаются держать где-то там почти что актуальными, но какого-то прям супер сверх нового функционала тут мы, к сожалению, не встретим. Что же, друзья, обновление, которое является крупным 2.0, там 202.0. Да, оно интересное по-своему. Да, разработчики пытаются привлекать новых пользователей как для приобретения смартфонов Xiaomi, но так и в принципе для обновления на новые прошивки. Если вам пришла новая прошивка, новое обновление вам пришло, и вы думаете, что вам делать дальше, мой вам совет: обновляйтесь. Никаких критических багов не замечено, бутлупов нет, ребутов нет, кирпичей нет, и обновление происходит очень успешно. Если вам прошивка не пришла, но вы ее хотите поставить, можно использовать метод подмены файла. Также в описании ставлю на это ссылку. Но если вы хотите улучшить автономность также своей оболочки, у меня недавно вышло видео по оптимизации HyperOS 2, так что также в описании вы найдете на этот видос ссылку. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.